18 июля 1938 года маленький самолет серебристого цвета, сделав над аэродромом плавный разворот, начал снижение, после чего коснулся земли и медленно покатился по полосе. Поприветствовав таможенного офицера, пилот первым делом спросил, где он находится. Самолет вылетел из Нью-Йорка 28 часов назад и направлялся в Лос-Анджелес, но из-за сильной облачности сбился с курса и заблудился. Пикантность ситуации заключалась в том, что приземлился пилот не в Лос-Анджелесе и даже не в США, а в полностью противоположной стороне от своей цели, в Ирландии, в аэропорту Дублина. Это был Дуглас Корриган. Пилот, который по случайной ошибке перелетел Атлантический океан, за что и получил прозвище «Дуглас не в ту сторону». Как и в прошлых постах, если вы предпочитаете больше подробностей и деталей, то смотрите это видео. Если вы любите читать, то листайте ниже. Там для вас будут фото и факты. История человечества устроена так, что мы прекрасно помним имена первых. Первые, покорившие Эверест. Первый, покоривший космос. Первые на Луне. История авиации в этом плане, конечно же, не исключение. Тем и необычная история пилота Дугласа Корригана, который, совершив одиночный перелет через Атлантику, не был первым и не был даже вторым, кто сумел пересечь океан. Но при этом его достижения, ставшие результатом невероятной целеустремленности, мастерства и храбрости, добавить к этому немного нахальства и юмора, позволило Дугласу Корригану занять достойное место среди самых известных летчиков в истории мировой авиации. Дуглас Корриган родился в маленьком городке в Техасе, но еще в детстве переехал с семьей в Калифорнию. Мальчик в жизни особо ничем не интересовался и, не закончив школу, просто устроился работать на стройку. «У меня не было никаких жизненных целей», — вспоминал затем Дуглас. «Поэтому я никуда и ни к чему не стремился». Но жизнь парня перевернулась с ног на голову после неожиданной встречи с Дженни. В октябре 1925 года Дуглас недалеко от своего дома увидел в небе небольшой биплан, который совершал прогулочные полеты над городом. Это был Curtiss JN-4, или просто Дженни, Curtiss Gen-4 Дженни, рабочая лошадка гражданской авиации США. Любопытство оказалось сильнее страха, и, заплатив $2,5, Корриган впервые в своей жизни поднялся в небо. Впечатления от полета оказались настолько сильными, что знакомство с Дженни оказалось поворотным событием в его жизни, которое в итоге приведет Дугласа к минутам огромной радости и горьких разочарований, моментам смертельной опасности и национальной славы, и даже небольшой карьере в Голливуде. Всего через неделю после первого полета Дуглас вернулся на аэродром и записался на летные курсы. А 25 марта 1926 года Корриган, которому тогда не исполнилось еще и 20 лет, выполнил свой первый самостоятельный полет и получил лицензию пилота. Этот день, как вспоминал затем Дуглас, стал самым важным днем в его жизни. Все свое свободное время Дуглас проводил на аэродроме среди летчиков и техников, и вскоре там же устроился работать авиамехаником в небольшую компанию, которая занималась ремонтом и производством самолетов. Дела у предприятия поначалу шли не очень, но вскоре к ним обратился один пилот, который искал компанию для постройки самолета, способного на многочасовой полет в тяжелых погодных условиях. Владельцы компании ответили, что готовы построить такой самолет, и их требования и условия оказались подходящими, и в феврале 27 года пилот лично прибыл в Калифорнию, чтобы обсудить технические детали. Этого летчика звали Чарльз Линдберг. Северная Атлантика — одно из самых недружелюбных и при этом важнейших мест на планете. Долгое время этот транспортный коридор, связывающий Старый и Новый Свет, можно было пересечь лишь по воде. Но чуть ли не с первых дней появления авиации умы людей начала будоражить мысль о возможности перелететь Атлантику по воздуху. В 1913 году известное газетное издание Daily Mail учредило приз в размере 10 тысяч фунтов стерлингов авиатору, который первым сможет перелететь Атлантический океан. Глядя на хрупкие аэропланы того времени, тогда это казалось просто невозможным. Но начавшаяся Первая мировая война, с одной стороны, отодвинула эту цель далеко на задний план, а с другой послужила мощнейшим толчком для развития авиационных технологий. В 1919 году британские летчики Алкок и Браун на двухмоторном бомбардировщике Викерс-Вими впервые смогли пересечь Атлантику по воздуху. Но вот перелет в одиночку, в силу большого расстояния и существующих технологий, долгое время оставался опасной и недостижимой целью.
Все попытки пересечь океан заканчивались неудачно. Для одних еще на аэродроме, для других же где-то в холодных водах Атлантики. Причем это не были какие-то пилоты-любители. Все они были высокопрофессиональными летчиками, некоторые из которых даже всемирно известными асами Первой мировой войны. Но увеличивающийся список погибших никак не останавливал поток новых смельчаков. Среди них был и молодой, но уже достаточно опытный пилот Чарльз Линдберг. Заручившись финансовой поддержкой нескольких бизнесменов из Сент-Луиса, Чарльз искал компанию, которая сможет спроектировать и построить для него самолет, способный выполнить трансатлантический перелет. Его выбор остановился на небольшой компании Ryan Aircraft. Одним из авиамехаников в этой компании был Дуглас Корриган. Дуглас непосредственно участвовал в постройке теперь одного из самых известных самолетов в истории авиации — «Дух Сент-Луиса», самолет, на котором в 1927 году Чарльз Линдберг после 33 часов в воздухе совершил первый в истории одиночный перелет через Атлантику. Сотрудники Ryan Aircraft, которые участвовали в постройке Духа Сент-Луиса, на внутренней стороне кока винта написали свои имена и пожелания удачи Чарльзу Линдбергу. Написал свое имя и Дуглас Корриган. Работа над легендарным самолетом и личное общение с Линдбергом оказали на Дугласа настолько сильное влияние, что Корриган, вдохновленный успехом Чарльза, поставил себе целью любым способом повторить его достижения. Разве что, будучи американцем ирландского происхождения, точкой назначения он выбрал не Париж, а Дублин. Но одного желания было мало. Как минимум, Дугласу нужен был надежный самолет. В 1930 году Корриган переехал с другом в Нью-Йорк, где они организовали небольшой бизнес, выполняя экскурсионные и прогулочные полеты. Несмотря на то, что дела у них шли достаточно хорошо, Дуглас ни на минуту не забывал о своей мечте пересечь Атлантику. Чуть позже, собрав все свои сбережения, Корриган решил купить самолет и вернуться в Калифорнию, чтобы заняться подготовкой к трансатлантическому перелету. $10 580. Именно во столько обошлась Чарльзу Линдбергу постройка Духа Сент-Луиса. Дуглас Корриган такой огромной суммой, конечно же, не располагал, и все, на что хватило его сбережений, это старенький Кёртис Робин, за который он заплатил $310. Дуглас не туда Корриган, пилот, который по ошибке перелетел океан. История авиации, авиация, самолет, видео, длиннопост, перелет в Калифорнию занял почти 2 недели, потому что по пути Дуглас совершал промежуточные посадки каждые 100-150 километров в поисках попутчиков, чтобы хоть как-то покрыть расходы на топливо. Но добравшись до Калифорнии, здесь его ждало огромное разочарование. Несмотря на то, что Дуглас несколько улучшил свой самолет, установил более мощный двигатель, а также дополнительные топливные баки, которые, к слову, размещались в салоне, полностью закрывая обзор из кабины вперед, федеральный инспектор, оценив состояние самолета, посчитал его небезопасным для перелета через океан, дав разрешение лишь на полеты над территорией США. Но Дугласа это не остановило. В 1936 году он вылетел в Нью-Йорк и одновременно с этим отправил запрос в Министерство авиации на разрешение перелета через Атлантический океан. Возможно, его документы были заполнены черной ручкой, а не синей. А может, просто все фото в запросе были без уголков, но без объяснения каких-либо причин. Из министерства ему ответили ждать до следующего года. И он ждал. Затем Дугласу выставили требование, что для трансатлантического перелета пилот должен уметь работать с рацией, и для получения разрешения ему необходима лицензия радиста. Расстроенный Дуглас вернулся в Калифорнию, несмотря на то, что радиооборудования на его самолете не было вообще. Через пару месяцев Корриган получил необходимую лицензию радиста. Он снова подал запрос в министерство, но опять получил отказ. 2 июля 1937 года над Тихим океаном пропала знаменитая Амелия Эрхарт, первая в истории женщина-пилот, сумевшая перелететь Атлантический океан. В свете таких трагических событий похоже, что в министерстве просто не хотели рисковать и давать разрешение на очередной одиночный полет через океан. Но что еще хуже, Дугласу не продлили летную лицензию на его самолет. То есть теперь летать на нем нельзя было не то, что через океан, а вообще в принципе. Неприятная новость, которая, казалось бы, поставила крест на его мечте, но Дуглас подошел к этому несколько проще. «Ну не повесят же меня, в конце концов, за полет на самолете без лицензии», — решил он и снова вылетел в Нью-Йорк. Корриган в этом никогда не признавался, но, судя по всему, он планировал прилететь в Нью-Йорк поздней ночью,
когда никого из администрации на аэродроме уже не будет, тихо заправить самолет и вылететь в Европу. Но неожиданно для Дугласа из-за плохих погодных условий и технических поломок его перелет до Нью-Йорка растянулся на целых 9 дней. В итоге он упустил благоприятное погодное окно. Условия над Атлантикой начинали ухудшаться, и Корриган разумно рассудил, что перелет через океан стоит отложить. Одно дело дразнить американских бюрократов, и совсем другое — суровая погода над Северной Атлантикой, которой шуток не понимает. Как писал затем в своей автобиографии Корриган, единственным светлым моментом во всей этой череде неудач был его старенький Кёртис Робин. Друзья называли его самолет старой коробкой. Закрытую дверцу приходилось прикручивать проволокой. Но Дуглас любил свой самолет, ласково называя его «солнечный лучик». Корриган вылетел обратно в Калифорнию, но на аэродроме в Сан-Диего его уже ждал федеральный инспектор. И сразу после посадки его самолет оказался запертым в ангаре на следующие 6 месяцев. Потеряв лучик, казалось, что в этот раз тьма над мечтой Корригана сгустилась всерьез и надолго. Запрет на полеты на своем самолете, постоянные отказы из Министерства авиации, казалось, что конца и края невезению просто нет. Но, несмотря на все неудачи, Корриган не сдавался. Дуглас брался за любую работу, будь то авиамеханик или что-то еще, которое бы позволяло ему получить доход, а также иметь доступ к самолетам, чтобы летать и повышать свои навыки пилотирования. Параллельно с этим, на основе своего недавнего опыта полетов в тяжелых погодных условиях и технических неисправностей, к счастью для него случившихся над сушей, а не где-то над водами Атлантического океана, Дуглас отремонтировал и несколько улучшил двигатель на своем солнечном лучике. Это не только повышало возможные шансы Корригана на успех, но также позволило ему получить лицензию на выполнение экспериментальных полетов. Благодаря этому Дуглас получил разрешение на совершение трансконтинентального беспосадочного перелета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и затем обратно. Не теряя времени, Корриган вылетел в Нью-Йорк, где провел несколько дней. Согласно плану, 17 июля он должен был вылететь обратно и ориентировочно через 27 часов совершить посадку в Лос-Анджелесе. Перед взлетом Дуглас спросил начальника аэродрома в Нью-Йорке, по какой полосе ему лучше взлетать. Начальник пошутил, что тот может взлетать в любом направлении, кроме западного, где в конце полосы находится его офис. Несмотря на то, что лететь Корригану нужно было именно на запад, ответ начальника его, похоже, не очень расстроил. Рано утром в 4 утра самолет Дугласа Корригана после долгого разбега с трудом оторвался от земли и, тяжело набирая высоту, скрылся в тумане в восточном направлении. Уже несколько часов Дуглас находился в воздухе, но из-за сплошной облачности видимость все еще оставалась очень плохой. С собой у Корригана было $15, 2 плитки шоколада, коробка инжирных батончиков и литр воды. А из навигационного оборудования — старенький компас и карта США. Скудно, но в принципе достаточно для полета над континентом. Вот только над континентом его уже не было, так как все это время Дуглас летел не на запад, а в противоположном направлении, на восток. Пропавший самолет уже искали. Почти сразу рассматривалась вероятность того, что пилот сбился с курса и находился где-то над океаном. Но с кораблей в прибрежной зоне США также сообщали, что пропавшего самолета замечено не было. Тем временем, где-то после 10 часов полета, Корриган почувствовал холод в ногах. Оказалось, что в топливном баке образовалась течь, и бензин выливался на пол кабины. Будучи неизвестно где над океаном, потеря драгоценного топлива уже сама по себе была огромным поводом для беспокойства. Но ситуация ухудшалась еще и тем, что вытекающий бензин мог попасть на раскаленный выхлопной патрубок, в случае чего произошел бы взрыв, шансов которым выжить у Дугласа просто не было. Не имея возможности найти и исправить течь, Дуглас не придумал ничего лучше, чем просто проткнуть пол кабины отверткой, чтобы бензин выливался наружу с противоположной от патрубка стороны. Потеря топлива, конечно же, продолжалась, но, по крайней мере, уменьшился риск взрыва. После этого Корриган сначала снизил обороты двигателя, чтобы экономить оставшееся топливо, но затем посчитал, что чем медленнее он будет лететь, тем больше времени бензин будет просто бесполезно выливаться наружу. Поэтому Дуглас решил, наоборот, увеличить обороты, чтобы максимально использовать оставшийся бензин. Спустя некоторое время он увидел небольшую рыбацкую шхуну, что означало, что земля уже близко. Через несколько часов на горизонте показались зеленые холмы. Это была Ирландия.